7 июня 2023 года на канале RCCH запускается прямая трансляция, где он начинает проходить PvZ Expansion Hard Mode. И в тот момент я восхитился. Но давайте обо всем по порядку. Что значит Expansion и что значит Hard Mode? PvZ Expansion AK Remastered — это мод на растение против зомби, который улучшает и дополняет оригинальную игру. А именно, в нем переработан спавн зомби, но об этом я вам расскажу чуть позже. Новая 6-я локация «Ночная крыша», много новых мини-игр, а также куча других мелочей, которые в совокупности делают мод чуть ли не самым лучшим, и при этом максимально приближенным к ваниле. А хардмод версия увеличивает спавн зомби всего в 2 раза. И вы наверняка подумали, во всяких других хардмодах спавн зомби делают в 4 раза больше, а в некоторых и вовсе в 6. Почему он называется хардмодом? Да потому что при увеличении спавна зомби всего лишь в 2 раза, у вас возникнут трудности на первой же локации, потому что, как я и говорил ранее, спавн зомби был переделан. Но суть в том, что когда я увидел этот мод на стриме, он очень сильно меня привлек. Но когда я попробовал поиграть в него, то ощутил всю боль этого мода. Он слишком сложный. Такое чувство, что хардмод был создан для истинных мазохистов, а мучиться буквально на каждом уровне мне как-то не особо хочется. И вот спустя некоторое время выходит Expansion Giga Mode, который увеличивает в 2 раза хп всем зомби, и который по идее должен быть немного легче, чем Hard Mode. На самом деле это не совсем так, потому что в каких-то местах Hard Mode сложнее, в каких-то Giga Mode. Немного подробнее об этом я вам расскажу в конце видео. Но это не означает, что там будет все легко, потому что игра ставила мне такие сложные задачи, с которыми я ранее не сталкивался ни в PvZ+, ни в Lava of Hell. И если вы ждали фразу в стиле «этот мод я буду проходить без потерь газонокосилок», то вы ее не дождетесь, потому что проходить это с косилками-то нелегко, а без них чуть ли невозможно. С чего бы мне начать? У всех зомби одинаковая скорость, изменения весьма противоречивые, потому что как мы сможем понять, сколько там зомби? В каких-то случаях это помогает, а в каких-то путает. Несмотря на то, что все зомби имеют в 2 раза больше хп, одного горохострела вполне хватает, чтобы убить обычного по меркам этого мода зомби. Подсолнух стоит 100 солнц. Вы можете подумать, что это слишком дорого, но у него была увеличена скорость производства солнышек. Плюс к этому автор мода хотел, чтобы подсолнух не использовали как щит, но мне плевать. Кстати, как вы могли заметить, спавн зомби лишь на первой волне довольно большой, а представьте, что будет на второй или на третьей. Для их уничтожения нам дают вишню, и я думаю, самое время для того, чтобы рассказать вам, как работает спавн в этом моде. Ну, смотрите, какой у нас был спавн в ваниле. Первые 3 пачки имели в себе лишь 1 очко, поэтому никто, кроме обычного зомби, выйти не может. Следующие 3 пачки имели в себе 2 очка. На них могут выйти 2 обычных зомби или зомби с конусом. Ну и так каждые 3 пачки плюс 1 очко. А как с этим дела обстоят в Expansion? Первые 2 пачки имеют 1 очко, а все последующие плюс 1 от предыдущей. То есть на 3-й пачке 2 очка, на 4-й 3 и так далее. Как по мне, это лучшая система спавна зомби. Игра нам дает немного времени на развитие, чтобы потом мы смогли защищаться от больших толп зомби. После 1.5 нам дают очень важное растение — мину, потому что убивать конусов в самом начале горохострелами весьма трудно, а мина с этим более чем справляется. Кстати, в этом моде есть горячие клавиши. На букву Ё берется лопата, а на цифры от 1 до 0 соответствующие солты с семенами, и это очень удобно. Можно практически мгновенно сажать растения и ловить удачные тайминги. Скорее всего, на 1.7 возникнут первые проблемы, как таковые. И скорее всего, у меня уже не получится не потерять косилку хотя бы одну. Но будем надеяться на лучшее, естественно. Я дурак. Ладно, хорошо, будем надеяться, что это никак не помешает. А мне сейчас надо прям куча солнца. Хотя, офигеть, блин, круто. А мне противопоставить даже особо-то нечего. Блин, там конус. Ну да. У нас все хорошо. По крайней мере, пока что точно. Нормально, проживем. Не проживем, все, умрем. Ну тут хавают. Тут, наверное, чисто от вишни до вишни. Сейчас там, короче, толпа пойдет, и я ее бам. И все будет супер зашибенно. Вот прям вот это. Во. Ой-ой-ой, класс. Ага. Так, ну, в целом нормально, идем. Ни хрена себе! Поспокойнее, тихо. А чего вас так много-то, елки-палки? Да вы чё гоните? А я как убивать их всех сейчас буду вообще? Ну, это последняя пачка перед волной, так... Ну тогда все в целом хорошо, наверное. Ни хрена вас там. Ну да, я тут до вишни доживаю и побеждаю, и все. Ну и все, и ждем вишню. Я думал, что это будет гораздо сложнее. Вот прям гораздо сложнее. Но скорее всего в каком-нибудь там уже хард моде экспаншена. Там, возможно, уже было бы все посложнее. Ну ладно, но это гига, так что... Да. Вот, кстати, Чомпер, вот это прям класс. Тогда я еще не понимал, насколько это растение классное. Чомпер — это буквально лучшее растение в этом моде. Правда, осознаю я это лишь на тумане. На 1.8 появляется ведро, и тут мы можем уже конкретно ощутить гигамод, потому что ведро не берет один инстакилл. То есть, чтобы убить его, мне надо потратить мину и вишню. Но поскольку нам дали Чомпера, то именно им я и буду убивать ведро.
Давайте, я жду ведроида. Я очень хочу его чомпером сожрать. У него, по идее, хп должно быть, типа, как у футболиста, наверное. А, не или никак, подожди. Так, да мне пофигу, короче. Да. Ну чё, где этот ведроголовый? Вот он, на... А, еще один. Ну ладно. Можно вообще, кстати, попробовать играть только чомперами. Звучит как будто бы плохая идея, но на самом деле... А еще если этих поставить назад... В принципе, кстати, хорошая даже идея. Все, давай, умирайте уже. И... Так, ну пока нормально в целом. Наверное, надо было все же этих... Ну, уже поздно. Да. Да и вы чё, серьезно, еще одни? Сколько можно, алё? Так, я надеюсь, что вы сейчас взорветесь оба ведра. Все замечательно. Супер класс. И как я буду сейчас вишню взрывать? Если они так дерьмовенько встали. Ладно, хорошо, есть варик. Если сейчас дотянется, прям будет хорошо. Вообще замечательно. А этого будем молитвой задерживать, что я могу еще сказать. Ну, то есть бить. А, ну они, кстати, даже убьют. Офигеть. Так, достать. Ема. Вы что делаете, это черт? 10 уровень был очень сложным. Кстати, из-за того, что первая пачка имеет 3 очка, то под конец выходило, ну, очень много зомби. Наступает ночь, и вместе с этим нам дают спарогреба, у которого уменьшена дальность стрельбы. И это, безусловно, классный нерв, потому что в ваниле мы могли одним только спарогребом пройти чуть ли не всю ночную локацию. А в экспеншн это будет сделать гораздо труднее, если это, конечно, возможно. Солнцегриб также претерпел некоторые изменения. Стоит он 50 и производит сразу же обычные солнышки, но немного медленнее, чем подсолнух. Лишь только из-за этого лучше использовать подсолнух, так как он будет всяко эффективнее солнцегриба. Но тогда я этого еще не понял, и поэтому использовал его всю ночную локацию. Если вы ждали услышать, что 2-2 чертовски сложный, то вы это не услышите. Да, в нем 2 волны, в составе зомби есть ведро, но проиграв один раз и взяв на следующей попытке чомпера, без каких-либо трудностей прошел этот уровень. Если вы думаете, что с появлением дымогреба все станет легко и просто, то это не совсем так. Да, у него сплэш урон, и он очень эффективен против больших толп зомби, но даже 3 дымогреба еле-еле справляются с конусами. А вот и гигафутболист, которого мы можем ваншотнуть лишь гипногрибом. Если 2.6 был легким, так как там была всего лишь одна волна, то вот 2.7 уже не так прост, потому что за весь уровень выходит очень много гигафутболистов, а гипногриб у меня всего один. Он просто не успевает перезаряжаться. Но взяв ореха вместо трусогриба, чтобы задерживать футболистов, уровень я прошел. Гриб судьбы теперь стоит 325. Не знаю, мало это или много в обычном экспеншн, но в гигамод это в самый раз. Ой, еще на 2.9 к составу зомби прилепился футболист, и это в принципе логично. Почему его не было в обычной ПВЗ, я не знаю. Точно так же я не знаю, почему нет газетчика, а сам по себе уровень несложный. Обычно 3.2 вызывает проблемы во всяких хардмодах, а все из-за состава зомби. В нашем случае все зомби гига, в том числе и футболист, у которого хп что-то около обычного гаргантюа. Как нам отбиваться, если на уровне 2 волны, а все грибы днем спят? А ваншотать футболиста мы можем только гипногрибом. Или не только им. Что насчет чомпера? Ведь я так и не выяснил, сможет ли чомпер съесть гигафутболиста. Самое время это проверить. И... да, он реально сожрал футболиста. И только благодаря нему 3.2 оказался не таким уж и сложным. А кстати, перед этим уровнем нам дали кабачка, которому подняли стоимость до 75. 3 стрелы теперь стоят 300, и поэтому я решил попробовать ими пройти 3-4. Первый уровень, на котором 3 волны. Спаун зомби лишь на второй волне настолько бешеный, что всего за минуту я потерял всю свою оборону. А вот когда я взял ледяного горохострела, то играть стало заметно легче. Конечно, на волнах заморозка почти не ощущается, но тем не менее, так я прошел этот уровень. 3.5 на удивление вызвал некоторые проблемы, а конкретно зомби, блин, душат. Этот уровень полностью зависит от того, насколько часто вам выпадает вишня, потому что горохострелы тупо ничего не могут сделать вот такой толпе зомби. Гига Зомбони, как же я по тебе скучал. Нет. В этом моде он, конечно, не такой бесячий, как в Lava of Hell, но вполне способен давить всю оборону. Благо, один саппорт и 3 стрелы с ним справляются. После 3.6 нам дают колючки. В ваниле на 3.7 был лишь один зомби, который контрился колючками. Это Зомбони. А в экспеншн к составу зомби прибавился зомби с дверью, который тоже контрится колючками. Это же гениально. Почему его не было в ваниле? С 3 стрелами колючками 3.7 проходится очень легко. А вот 3.10? Да-да, вам не послышалось. Именно 3.10 вызывает проблемы. Как нетрудно догадаться, спавн там просто огромнейший. Вот что будет происходить на лужайке перед 3-й волной. Самый проблемный зомби тут это не дельфин и не зомбони, а ведро. Потому что того и другого убить достаточно просто. А ведро адекватно можно убить только перцем. Поэтому, чтобы пройти этот уровень, вам банально должно вести на перцы. Туман. Именно с этой локации начинает раскрываться истинная сложность этого мода. Именно на тумане я впервые столкнусь с уровнем, на котором невозможно не потерять косилки. На первом уровне появляется гига-зомби с коробкой. Проблема в том, что он очень живучий, и убить его до того, как он взорвется, весьма проблематично. Поэтому гораздо проще задерживать его какими-нибудь дешевыми растениями, чтобы он взорвался вдали от нашей обороны. С получением фонаря, который подорожал до 75, мы переходим на 4.2. Один из самых ублюдских уровней в этом моде. Что же его делает таковым? Особенности локации, состав зомби и 2 волны. Особенность
локации заключается в том, что на дворе у нас ночь, и пол лужайки покрывает туман. Но ведь тебе дали фонарь, чтобы убрать туман, скажете вы. Только тут есть одна загвоздка. Этот самый фонарь живет максимум секунд 30, потому что его быстро съедают зомби. А на него еще надо накопить солнце, которого у нас и так мало. Но основная проблема тут это не зомби с коробкой, даже не футболист, а зомби с шестом. Как же я его ненавижу. Я конусов-то еле убиваю, а этот прыгун беспалевно добегает до ближайшего растения, и мне остается либо убить его саппортом, либо проиграть. На первой попытке я наивно думал, что смогу пройти этот уровень, просто высаживая дымогрибов. Но не дойдя даже до первой волны, я понял, что задержусь тут надолго. На второй попытке я делал все то же самое, и сюрприз, я проиграл из-за трио прыгунов, которые сразу же вышли после первой волны. На третьей попытке я додумался не брать фонарь, а взял вместо него трусы гриба. Но как вы понимаете, прыгунам абсолютно пофиг на него. Я, блин, до первой волны еле-еле дохожу, и дальше просто, ну, плачу, и все. Короче, да, тактика просто как можно больше этих солнцедающих растений, и все. Будем надеяться, что это сработает. Где этот падал тварь? Где падла тварь? Алло. Где падла тварь? Да я не вижу, где падла тварь. Где? Вот тут. Да, вот тут. На, падла тварь. Где? Я не то поставил, господи, как. Блин. Удачи ему, что пожелаем. Вдруг выживет. Угу. Конечно. Давай так сделаем. Да серьезно еще? Ну сколько? Подождите, да сколько можно-то? Вы чё? Алло, я только одного убиваю, приходит другой, блин. Вы чё меняетесь-то туда-сюда? Чуть-чуть, самую малость, это, ну, помешало мне. А ты... Вопросов нет, чё, ну... Вопросов нет. На. Вопросов нет. Ча. Опа. Он не дотягивается, блин, господи, я не понимал тайминг. Ну, бывает. Ну, чё уж теперь? Чё теперь, рыдать, что ли? Ну да, что еще-то делать? Рыдать, да? Только рыдать, плакать. Вот такая вот суровая жизнь. Да ты чё угораешь он? Да почему он еще живет? Спасибо. Я уже проиграл. Их там двое даже было. Да ты чё угораешь? Если там еще и футболист где-то есть, у меня вообще будет шок. Да тут тоже их двое, вы чё? Надо мной игра смеется, по-моему, нет? Как мне выживать? Дайте лайфхак, выживание. Да, живем. Живем. Пока я отбиваюсь от первой волны вот этой вот. Там приходит уже другая пачка, и они вместе складываются все их силы, и мне дают по лицу, и я плачу. Вот. Давай с тобой так просто. Да ты чё, падла? Ну ладно, чё. На, жри. Давай пока, дебил, дурак. Алло, тихо, стоять. Ну-ка, давай пошел вон, дебил. Ай-яй-яй. Нет. Ха-ха-ха. Давай пока, дурачок. Ну пока идем хорошо. Да ты чё? Окей, эксклюзивно для тебя я поставлю чомпера прям тут. Хотя, наверное, зря так сделал, потому что сейчас будет волна, там все дела. Так, вот этого дурачка я сейчас хочу к себе на пользу сделать. Все, давай. Работай, ты на меня работаешь, понял, урод? Я не вижу, где он? Сожрать, убить, изнасиловать. Ну, это, ну, при желании. Где он? Убейте его, пожалуйста, мне страшно. Он тут... Нет! Серьезно? Ладно, нормально. Пока, стой. Ага, ну все, давай, ты умер. Ты умер, падла. Умирай, падла. Ты умрешь. Если бы он сейчас взорвался, это бы просто был бы, ну да. Да, я хороший игрок. Я на нижний ряд вообще не смотрел. Хорошо играю, классно. Серьезно? А может быть мне надо было дымогреба и чомпера? Ну толку, ладно, с этого не особо много. Что? Секундочку, вы сейчас поняли, что произошло, да? Когда у него эта коробка открывается, он взрывается. Кабачок его не может задавить, но чомпер его съесть может. Это что за механика странная какая-то? Я не знаю, типа, ну это хорошо, конечно, наверное, но это странно. Я почти прошел, кстати. Не, ну это бред, но я 2 косилки потерял. Я сейчас еще и 3-ю, и 4-ю, и 5-ю, и 6-ю, и я вообще даже не пройду, на самом деле. Так я проиграл, кстати, да. Да, как будто бы кто-то, блин, удивлен. Эх, обожаю экспеншн гигамод, мой любимый мод на свете. Люблю проигрывать. Тут еще один вышел, что ли? Да ты чё, падла? Да ты чё, падла? 2 сразу из этого. Серьезно? Серьезно, еще один? 2 раза подряд. Ты чё, угораешь? Да ты чё, угораешь? Почему? Он просто игнорит это растение. Ну как так? Ну это нельзя так. Плохо ты поступаешь, дурак. Может даже есть шанс выиграть? Нет. Это 6-м. Нет, это не 6-м, ладно, я вас обманул. Ха. Да, я вот такой вот, я обманщик. Стой, а вдруг это тут был конус? Это тут был конус, а тут обычный. Я перепутал. Врух. Ну, пока работает. Чё, пока работаем. Пока работает, мы будем жить.
Когда не будет работать, мы будем умирать. Короче, варик есть. Взять, блин, подсолнухи. Может, реально с подсолнухами будет полегче? Вот это, кстати, тоже нифига себе, блин, он сожрал это говнище. Кто ему разрешил жрать, блин? Я разрешал? Я не разрешал. А он сам себе разрешил, дурак. Как мне жить? Вопрос такой, ну, весьма интересный, интересующий меня и всех вообще на свете. А если так сделаю, блин? Вот это нежданчик. Давай. Ну да, ни раньше, ни позже. Лишь на 11-й попытке я понял, как правильно комбинировать подсолнухи и солнцегрибы. Сначала высаживаем один подсолнух и 4 солнцегриба, а дальше ставим только подсолнухи. Но из-за того, что я использовал чомпера не как основное оружие, а как саппорт, то под конец меня все-таки задушили. На 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й попытках я делал ровно то же самое. И во всех них я проиграл после первой волны. Ну и наконец победная 17-я попытка, где я делал точно так же, как в 5 предыдущих. Но, увы, потерял 4 косилки. Но опираясь на будущий опыт, этот уровень я вполне мог пройти без их потерь, если бы использовал чомпера в качестве основного оружия. Бловер теперь стоит 150, и цену ему подняли неспроста, потому что помимо сдувания тумана, он также сдувает зомби на одну клетку. Помогает это, конечно, не сильно, но все равно спасибо. 4-4 пройти тактикой, которой я прошел 4-2, не получится, поэтому я убедился на первой попытке. А потому на второй я впервые использовал чомпера как основное оружие, и сразу же прошел. Правда, из-за того, что шариков я мог убить только бловером, так как взял мину, а не вишню, то 2 шарика успели дойти до косилки, прежде чем бловер перезарядился. Поэтому уровень я прошел, потеряв 2 косилки. Чомпер настолько хорошо показал себя, что я просто не представляю, как можно было пройти 4-4 по-другому. После 4-6 нам дают звездоплода, которому подняли стоимость до 175, и я наивно подумал, что смогу пройти им 4-7, но сразу же понял, что это плохая идея. Взял чомпера и без особых проблем победил. На 4-8 появляется пого-зомби, и тут есть один нюанс. Чомпер не может съесть пого, пока тот не потерял свой предмет. И поскольку магнит мы получим как раз после этого уровня, то пока что его можно убить только инстакиллом, что я собственно и делал. Вот уровень 4-9, который всем своим видом показывает нам, что надо брать магнит, который подорожал до 150. На первой попытке я вновь понадеялся на звездоплот, и это, конечно же, была ошибкой. Вернее, ошибкой было взять только бловер против шариков, потому что все косилки я терял исключительно из-за них. И в очередной воздушной атаке вылетел шарик на линию, где не было косилки, а бловер еще долго будет перезаряжаться. Поэтому на второй попытке я взял чомпера и вишню, и пришел лишь с одной потерей косилки. И то потому, что я поздно заметил пого, а убивать мне его было нечем, так как я только что взорвал вишню, потратив все свое солнце. 10 уровень опять вызывает проблемы, причем на тумане эти проблемы куда существеннее, чем на бассейне. Потому что если там я заботился о том, чтобы сохранить все косилки, то тут я забочусь о том, чтобы просто пройти уровень. Потому что здесь не потерять косилки у вас не получится, так как конвейер не выдает нам инстакиллы, а без них отбиваться от волн весьма проблематично. Надо очень сильно постараться, чтобы сохранить косилки до второй волны, потому что отбиться от нее у вас получится только косилками, никак иначе. Теперь можно вздохнуть с облегчением, потому что туман позади, а впереди у нас крыша. 5-1 я решил пройти качанопультами, которые еле-еле убивают конус. Поэтому на 5-2 я взял своего любимого чомпера и без проблем прошел уровень. А после него нам дают кукурузопульту, стоящую 150. Также шанс, которым она выбрасывает масло, равен 40%. А сам урон от масла снизился вдвое. Хорошее это изменение или плохое, я не знаю. Но знаю, что растения лучше чомпера просто не существует. 5-4 это уровень, который вызывает трудности чуть ли не в каждом хардмоде. Это неудивительно, учитывая состав зомби и 3 волны. Но в данном случае проблема в том, что зомби будет ну слишком много. А чомпер явно не предназначен, чтобы выкашивать большие толпы. Но прямо перед этим уровнем нам дали кофейный боб, а потому огромные толпы зомби отныне не помеха, ведь гриб судьбы идеально подходит для наших задач. Забавно то, что после второй волны количество чомперов заметно сокращалось, потому что гриб судьбы, увы, имеет перезарядку, да и к тому же стоит он вместе с кофейным бобом немного дороговато. Кстати, у кофейного боба есть одна особенность, помимо того, что он будет грибы, но не я вам расскажу чуть позже. В общем, 5-4 я прошел с первой попытки без особых трудностей. Стоит ли говорить, что 5-5 для меня это по сути обычный уровень? Если же ванили катапульте требовало целых 5 выстрелов, чтобы уничтожить растения, то тут ему требуется всего лишь 2 выстрела. Поэтому как только он выезжал, я сразу же убивал его каким-нибудь саппортом. Вопреки моим ожиданиям, 5-7 оказался довольно простым. На 5-8 нас встречает Гига Гаргантюа, несмотря на 2 волны, вышел он раз в 8. А убить его по-хорошему можно, используя 3 саппорта. Поэтому под конец моя лужайка выглядела вот так. Это, кстати, первая попытка, на которой я проиграл очень обидно. Мне буквально оставалось добить Гига Гаргантюа, но было нечем. На следующей попытке случается практически то же самое, за исключением того, что вот тут остался еще и обычный зомби. На третьей попытке я вообще долбанулся и подумал, что взять кукурузопульту вместо чомпера это хорошая идея. И как вы понимаете, это в корне не так. Хотя постойте, это реально сработало. Вот уж не думал, что получится пройти этот уровень кукурузой. Но как вы видите, у меня это получилось. 5-9 встречает нас очень неприятным составом. Этот уровень настоящее воплощение боли и страданий. Здесь пройти кукурузопультами уже не получится. Тут 100% нужно использовать чомпера. Самая лучшая тактика, как мне кажется, это арбузопульти с чомперами. Без гриба судьбы, но с пальмой. Ну и конечно же вишня, мина, кабачок и перец. На первой попытке все шло хорошо ровно до наступления второго
второй волны. Приходит зомби с коробкой, Чомпер не успевает съесть его, ему больше ничто не препятствовало взорвать все растения вокруг себя. Ну а дальше я просто тянул время до проигрыша, потому что после этого сразу было понятно, что победы в этой попытке мне не видать. Не, столько, конечно, поцелуев это, ну, в принципе, нормально, но чем лучше, тем лучше. Чем лучше, тем лучше. Вот. Хорошая поговорка, девиз. Сам придумал только что. Сейчас будет скоро волна, а у меня нет ни черта. Надо хотя бы ряд арбузопульт, а у меня... Ну, в общем, не ряд арбузопульт. Да. Блин, мне кажется, я проиграл. Самую малость. Окей, хорошо, давайте еще раз. Так, а вот тебя, кстати... Стой, нет, не хавай. Фух. Пересрался, капец. Так, хорошо, сейчас будет уже вторая волна. Сейчас самое главное ее просто пережить спокойненько, аккуратненько и все. Они отказываются хавать. Петушня. Ладно, я запомнил, где ты живешь. Я приеду к тебе домой, и я стану твоим новым ночным кошмаром. Меня по-прежнему душит какого-то хрена. А почему? Я же запрещал. Блин, я боюсь сейчас сделать что-то неправильно, потому что победа близка. Ну и провал как бы тоже мой. 2? Отлично. Они еще и как бы, ну, типа на разных линиях. Обмка кусок. Ах ты, день. О, господи, как так можно было по-ублюдски заспавниться? Это капец. Мне капец, я проиграл, кстати. Почему нет? Стой, ну, чел, блин. Ты серьезно? Какой же я дурак, Как? Я как мог взять не то, господи. Ну, окей, минус 300 солнц. Я надеюсь, что это ни на что не повлияет особо. Я не верю, что такие тайминги вообще могут быть в жизни реальной. По-моему, я в матрице нахожусь, нет? Ема! Вот это реально хороший тайминг был сейчас. Он сейчас съест не того, да? Ну, конечно! Конечно, он съел не того, конечно. Я не удивлен. Я вообще не удивлен. До свидания. Я арбуз случайно еще поставил. Хорошо. Ой-ой-ой. Это было очень опасно, это было максимально опасно. Новый гаргантю. Да, нет? Не, сегодня без гаргантю. Сегодня без да. Гаргантю без. Так, сейчас главное, если будет 2 гаргантюя, я, скорее всего, пососав. Гаргантю, раз гаргантю. И все. Один. Нет, их все-таки 2. Но не хотя бы близко, хорошо. Они хотя бы близко, так, ладно. Стойте, вы, блин, вы эти самые, ну, плохие, в общем. Так. Yes! Какой хороший тайминг, господи! Какой хороший тайминг! Фух. Это реально было жестко. Поскольку 5-й этап не последний, то вместо босс-файта на 5-10 у нас просто конвейерный уровень. Правда, есть один нюанс. Он невозможен. Буквально, как бы вы ни старались пройти его в гигамоде, у вас не получится. Просто потому что автор моды не думал, что кому-то взбредет в голову проходить его творение с таким усложнением. Нам надо прожить целых 3 волны. Если вы помните, то в такого рода уровне спаун зомби куда больше, чем в обычных. А на самом конвейере нам не выдают инстакиллов от слова совсем. Самая лучшая тактика это тупо спамить арбузопультами. Но даже так вы максимум дойдете до первой волны, а дальше только смерть. Возможно, вы могли заметить, что на конвейере я что-то забыл кофейный боб. Так вот, самое время вам рассказать про его особенность. Мы можем использовать его не только на грибах, но и вообще на всех растениях. Потому что при его использовании он ускоряет их. Правда, насколько сильно, я так и не понял. Но это вообще никак не помогает в моем случае. Поэтому сейчас вы можете лицезреть мои жалкие попытки пройти этот уровень. Блин, тут нет саппортов вообще. Это на самом деле очень плохо. Ну, в принципе, тогда и неудивительно, почему этот уровень не проходим, блин. Я понял, почему это невозможно. Тебя тут в начале душат, блин, ведра. Ты их не убьешь. Какие там гига гаргантюа вообще, если ты тут обычных-то ведер убить не можешь? Я придумал. О, давай, ну-ка. Давай, работу лучше. Чё он? А чё он? Он воняет сильнее или чё? Ну, не хавай, если мать дорога. Ну, пожалуйста. Тебе мать недорога, урод. Кстати говоря, я дожил до первой волны. Вы удивлены? Я тоже. Это не уровень, это реально это безумие какое-то вообще. Тут нет саппортов, блин, потому что
Как я должен побежать без саппортов? Вы чё, вы, наверное, шизанулись там еще, нет? Как бы мне не хотелось это признавать, но 5-10 я пройти, увы, не смогу. Поэтому перемещаемся в обычный экспеншн и пройдем этот уровень там. И даже тут не без приколов, потому что в старых версиях, вроде как, этот уровень был очень сложным и очень сильно зависел от рандома. Но в новых версиях это было пофикшено. И, кстати, очень важная пометочка. Это экспеншн 1.0.11. А я играл в экспеншн Гигамод 1.0.9. Это очень важно, потому что в новой версии билка у кофейного баба была убрана. И вместо него на 5.10 появляется кабачок. Не знаю, насколько сильно это повлияло бы, но в любом случае Гигамод я смог найти только на версию 1.0.9. И вы мне не поверите, но этот уровень в обычном экспеншн очень фановый. То есть в него было очень приятно играть, как минимум на новой версии уж точно. Вот она, долгожданная ночная крыша. 6.1 встречает нас новым зомби, который на самом деле не новый, но он как бы новый. Его суть в том, что своим мусорным баком он давит ближайшее растение, и дальше продолжает идти как обычный зомби. Из интересного то, что мы стартуем не с 3 рядами горшков, а с 5. Это типа такая компенсация за то, что солнце с неба падать не будет. Ради какого-никакого разнообразия я проходил этот уровень дымогрибами, и уже в который раз убедился, что чомпер лучшее растение. 6.2 как таковым сложным не был, разве что на нем я понял, солнцегриб тут лишний, играть я буду только подсолнухами. На 3-м уровне появляется зомби с дверью прямиком из хардмода, потому что у него еще и ведро на голове. Но чомперу абсолютно плевать, есть ли у него ведро или нет, он хавает всех и все. Про следующий уровень говорить ничего не нужно. Вот такой состав зомби и 3 волны. Ну, в принципе, кстати, все даже идет. Да я не знаю. Хорошо, плохо, наверное, да. Но что-то из этого точно. Все хорошо. А с этим мне что делать? Хотя, стой, одно солнце, одно. Тихо, он еще не успел, хорошо. А, ну все, это капец. Кстати, вишневая, дайте на вишневую, пожалуйста, умоляю. Дайте на вишневую. Тихо, сейчас, подожди. А, мне еще один надо, подождите. Стой. Пожалуйста. Ты че угораешь? Нет! Нет, стой! Стой, урод, тварь! Урод, тварь, нет! Дальше я попробовал пройти дымогрибами, но благо я быстро думался и снова взял чомперов. А еще вместо дымогриба я взял гриб судьбы. Но из-за нехватки солнца я не успел посадить пальму, чем воспользовался катапульта. Потому что, потратив все солнышки на пальму, мне нечем было отбиваться от них. На следующей же попытке я смог дойти до последней волны. Правда, в обороне у меня было всего лишь 4 чомпера. И я не думаю, что они смогли бы что-то сделать такой огромной толпе. А еще я решил, видимо, что гриб судьбы слишком дорогой. Взял перец, но понял, что это бред. Взял его снова и победил. Для моей тактики этот гриб просто незаменим. Обычно 5-й уровни во всех локациях были довольно скучными и неинтересными. Но на ночной крыше 5-й уровень это мини-игра ряды, которая лично мне очень нравится. Играть в нее было одно удовольствие, даже несмотря на то, что у всех зомби в 2 раза больше хп. Потому что растения на конвейере выдают довольно сильные. А единственный зомби, который мог доставить проблемы, это зомбони. Но так как нам выпадают перцы, то и он не стал помехой. Правда, если вам не будет вести на перцы, то вот что примера вас будет ожидать. Со мной это случилось на первой попытке, но уже на второй с перцами мне везло куда больше. 6-6 встречает нас пета-футболистом, у которого в 2 раза больше хп, чем у гига-футболиста. Но и того, и другого чомпер ест с большим удовольствием. Ну так, чисто для разнообразия попробую пройти не чомперами. Что мне делать? Мне надо этот, сейчас, магнит, давай. Все, туда его. А я умер. Или нет, стоп. Блин, еще один сразу же вышел. Ты че гонишь? Стой, вишня. На! А у меня нет солнца, новый магнит на новый. А как я буду жить? Подожди. Стой. А, он успел, охренеть. Вот такого я точно на развитие событий не ожидал. А я проиграл, по-моему. Ну так, самую малость. В принципе, шансы были, в принципе. Нулевые шансы были, вот такие вот. Так, ни хрена себе. Тут, в принципе, очевидно, что надо сейчас использовать в целом. И, в общем, до свидания. Что побольше. Вот, все нормально. Вот и все. На 6-7 вот такой состав. И вроде бы он должен был быть сложным. Но нет, чомперы более чем справлялись со своей задачей. Думаю, самое время рассказать вам мои мысли по поводу ночной крыши. Потому что дальше будет полный пипец. Сама идея добавить 6-ю локацию ночную крышу далеко не новая. Ее мы можем наблюдать во многих модах, которые были созданы до Expansion. Но дело в том, что в других модах эта самая ночная крыша явно не смахивала на ту, которая потенциально могла быть в ваниле. И в этом ее уникальность в Expansion. Она выглядит максимально ванильно. То есть так, как ее могли сделать в обычной ПВЗ. И лично мне это очень нравится. Конечно, новые зомби вовсе не новые, а скорее более сильные версии ранее увиденных. Ну, кроме зомби с мусорным баком. Но, тем не менее, на мой взгляд, автору мода очень хорошо удалось реализовать данную локацию. А вот теперь переходим к самому интересному. Дело в том, что последние 3 уровня невозможно пройти в гигамоде. А все потому, что, опять же, автор моды не предполагал, что кому-то взбредет в голову делать гигаверсию его творения. И если вы думаете, что я не прав, то сейчас вы сами все увидите.
Короче, про 6.8 вполне вероятно, что все же его можно пройти, просто на тот момент я забыл про существование газонокосилок. Я просто про них забыл, поэтому вполне вероятно, с газонокосилками можно пройти в целом. При должном везении с газонокосилками вы сможете пройти. Ну, вот я такой дурак, что просто забыл про них. Ну, вот бывает такое, да, просто забыл. На 6.8 появляется петок Гаргантюа, у которого в 2 раза больше хп, чем у Гига. И все бы ничего, если бы не система спавна. Потому что если бы волны было 2, то таких вот Гаргантюа вышло бы максимум 3. До первой волны все хорошо, но спустя 5 пачек начинается. Ну хорошо, допустим, одного вы сможете убить. А что делать со следующим, когда у вас перезаряжаются саппорты? А ведь помимо Гаргантюа есть и другие зомби, которых, между прочим, очень много. Но главная проблема в том, что на этом уровне их 3. Вы понимаете, да? Дожить до второй волны это уже своего рода достижение. А как вы сможете дожить до третьей? Каким образом? После второй волны Гаргантюа будет куда больше, чем до нее. Да и других зомби тоже. Вы не представляете, как я разочаровался, потому что осознавал, что раз пройти 6.8 невозможно, то про 6.9 и говорить нечего. Ну ладно, про него мне все же есть что сказать. Состав зомби тут... Ну, поняли, короче. Волн тут аж целых 4. 4! Как тут можно выживать с 4 волнами? Серьезно, этот уровень для тех, кто любит страдать, потому что он вызывает проблемы даже в обычном экспеншн. Так как прошел я его далеко не с первой попытки. Про все говорить не буду, потому что вывод у них общий. Тактика полное дерьмо. Лучше сразу расскажу про победную попытку. Из-за того, что на уровне практически все зомби, то самым лучшим атакующим растением будет арбузопульта. Но поскольку она довольно дорогая, а на дворе у нас ночь, то нужно тупо спамить подсолнухами, а потом заменять их на арбузопульты, и все. Но даже так уровень я закончил вот с такой некрасивой лужайкой. Дальше у нас босс-файт. Изначально я думал, что он не будет сложным, но мое представление о нем полностью поменялось после первой атаки, потому что зомбос начал спускать только ведра, а моя оборона еле справляется с конусом, а дальше еще хуже. Он не стесняясь спавнил катапульту, гаргантюа, футболиста, зомбони и других, которых мне кроме как перцем убивать больше нечем. Максимум я смог снести зомбосу половину здоровья, и то с косилками. Прикол сейчас, а у меня нет леда гриба. А я так и думал, в принципе, я не удивлен. Блин, да зачем ты ведро пускаешь? Ведро это вообще ужас какой-то. Вот другое дело, вот. Надо просто, чтобы мне везло не на вид... А, ну, до свидания. Игра меня просто обожает, видимо. Отлично. Супер. Супер-пупер просто, я бы сказал. И еще. Я еще пока... А, ну... Мне и так было плохо, он мне еще хуже сделал. Красава. Да ты чё угораешь? Один горшок мне сломал. Блин, нахрен так сделал? Зачем так сделал? У меня больше нет. Я гений просто. Да, я так и думал, что еще я за это поплачусь. И поплачусь. Вот реально, тут буквально нет каких-то слабых зомби. Тут все зомби, блин, сильные какого-то хрена. Вообще все. Ты чё, серьезно? Он решил дойти до конца и взорваться. Как это возможно? Ну, вообще легко и просто, но не важно. Ну, прикольный уровень, мне нравится очень. Очень классный, конечно. Крутой, вообще супер. Я реально не знаю, как это проходить, если не так. Оказывается, когда зомби не гига, это вообще легко играть. Я в шоке. Только у меня сейчас нет этого. Опа! Ой-ой-ой, вот это тайминг, хороший. Какой же босс легкий в обычном экспеншн, я в шоке. Какая же эта игра легкая, когда она не гига. Я в шоке, если честно, реально. Давай, босс, ты проиграл. Все, я выиграл. Все, я выиграл. Стоп. Вы серьезно? Первый гаргантюа, ты, блин, угораешь? Подождите, что со спавном? Неужели мне так повезло, что гаргантюа только сейчас, блин, вышел? Это же вообще бред, согласитесь. Это бред. Я сейчас так убью эпично. Это эпик. Danger, эпик. Нет, стой, вот это не эпик. Стой, подожди, не умирай. Все, давай, все, пока. Не мог ты, блин, подождать чуть-чуть, дурак? Ага. В шопу этот мод, короче. Пойду ванилку проходить лучше. Небольшое послесловие. В начале видео, конкретно во вступлении, я уже затрагивал эту тему, а именно тему сложности хард мода и гига мода. Дело в том, что, да, я это уже сказал, то что они на самом деле различаются. В каких-то местах хард мод сложнее, в каких-то гига мод сложнее. И тут прикол в том, что в хард моде надо использовать тактику сплэш урона, то есть, да, просто надо использовать тактику сплэш урона. А в гига мод надо брать чисто уроном. То есть, например, в хард мод тактика
насколько эффективно будет, например, проходить демогрибами какой-нибудь ночной уровень, а в гигамод это лучше делать теми же самыми чомперами, которые я использовал, ну, либо вообще чисто саппортами, ну, если не считать чомпера, конечно. Вот, и дело в том, что конкретно их сравнить я сейчас не могу, потому что я не играл в хардмод, и Поэтому когда-нибудь потом, в каком-нибудь ближайшем, не ближайшем, далеком будущем, я еще сам не знаю, я попытаюсь пройти Expansion Hard Mode, и вот тогда мы уже конкретно сравним, что сложнее, что легче, да и вообще в целом посмотрим, насколько они сильно отличаются, потому что, насколько я понимаю, там тактики, они совершенно разные будут. Все, ладно, всем хорошего настроения, все, пока.